Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такой очаровательный воротничок крючком. Давайте рассмотрим его поближе. Вязать его несложно, быстро. В этом видео мы с вами все подробно разберем. Ряд за рядом. Состоит из 12 рядов. Я сделала его на пуговичке. Вязала из толстой нити. Поэтому он получился у меня такой, даже как в стиле макраме. Почему взяла такую нить? Потому что мне нужен был именно этот цвет. Другой нити я не подобрала в нужном оттенке. Можно взять нить и потоньше, но это уже на ваше усмотрение. Можно вязать на любую длину воротничка. Ширина его у меня получилась 9 сантиметров. Так, очень красивый воротник, много интересных элементов. Здесь есть такие маленькие пышные столбики в форме бусинок, вот получается как бантики. Пико провязываем. Если вам нравится этот воротничок, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Не забывайте подписываться на мой канал. Так, петелечка. Вот уже и разработалась хорошо, застегивается свободно. Также хочу напомнить, что у меня есть канал на Яндекс.Дзен. Также переходите туда по ссылке в описании и подписывайтесь. Я всех жду. Будем вязать и там тоже вместе. Для этого воротничка я рекомендую брать не очень тонкую нить. Может быть, я, конечно, взяла слишком толстую, можно и потоньше было, но мне такой эффект тоже нравится. Смотрится очень нарядно. И приятный цвет, цвет нежной пудры, нежно-розовый, кремовый отлив такой у него. Ну, вы вяжете в своем цвете, под свой наряд. Нитки тут убираем лишние. Ну, давайте приступим к работе. Воротник я буду вязать вот под эту футболку нежно-розового приятного цвета. И поэтому хочу подобрать нитки, подходящие под этот цвет. У меня два варианта. Это семеновская пряжа Кабле. Мы с вами уже из нее вязали воротнички. В 100 граммах 430 метров. Пряжа матовая, мягкая, очень приятная, уютная. Но мне по цвету больше подходит вот эта нитка. Хотя они не сильно отличаются, но я хочу, чтобы прям цвет был один в один. Эта ниточка потолще. Детский хлопок. Здесь в 100 граммах 330 метров. Я бы, конечно, лучше взяла вот эту нитку, но из-за цвета придется вязать вот такой. Посмотрим, что выйдет из моей затеи. Вы выбираете свою ниточку и подходящий крючок. Я буду использовать крючок 1,95 миллиметра. Мне кажется, он хорошо подходит под эту нитку. Какой цвет точно, я уже не помню. Это детский хлопок от Пихорки. Светло-бежевый, по-моему. Вот этот цвет, если кому-то вдруг понравился, называется песочный. Итак, делаем начальную петлю. 4 воздушных. 1, 2, 3, 4, накид, и в начальную петлю столбик с накидом. У нас получается вот такая капелька. Снова 4 воздушные. 1, 2, 3, 4, накид, в 4-ю петлю от крючка столбик с накидом.
4 воздушные, 1, 2, 3, 4, накид. В четвертую петлю провязали столбик с накидом. Так, вяжем до нужной длины, и количество вот таких звеньев у нас должно быть нечетным. Когда измеряем длину цепочки, растягиваем ее на максимум, потому что при блокировке она растянется. Все, вяжем такую цепочку и встречаемся. Итак, я набрала цепочку. У меня 41 звено. Длина ее получилась 60 сантиметров. Я померила длину горловины на футболке, и мне подходит такой размер. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это кромочный начальный столбик, накид. Теперь нам нужно расщепить вот нашу капельку, и под арку, которая образована столбиком с накидом, провязываем 3 столбика с накидом. Первый, сюда же, в середину вот этой капельки, под арку, второй столбик с накидом и еще один. Три столбика в арку. 1 воздушная петля, накид, переходим к следующей капельке, и в нее в серединку также под столбик провязываем 3 столбика с накидом. Так вяжем группы из 3 столбиков с накидом, и между ними арочки из 1 воздушной петли. Провязали 3 столбика, 1 воздушная. В следующую вяжем также 3 столбика, вяжем до конца ряда и встречаемся. Подходим к концу ряда, провязали последние 3 столбика в арку. И теперь на этом этапе нам нужно определиться, какая у нас будет застежка. Если мы будем делать завязки, то просто делаем сейчас столбик с накидом в начальную петлю воздушную. Если мы будем делать наш воротничок на пуговичке, нам нужно подобрать сейчас пуговицу. Я тут выбрала несколько вариантов. У меня тут и перламутровые, и стеклянные, и вот эта очень красивая пуговичка. Также она хорошо подходит и по цвету. Но я остановилась именно вот на этой пуговичке. Мне кажется, она будет дополнительным украшением к воротничку. Она хорошо подходит. И нам нужно сделать петельку, чтобы эта пуговичка сейчас проходила. Итак, как мы это делаем? Накид. В последнюю воздушную петлю делаем столбик с накидом не до конца. 2 петли на крючке. И сейчас формируем петлю для пуговицы. Нам нужно провязать столбик с таким количеством накидов, чтобы пуговичка наша помещалась. Я сейчас попробую 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сделала 6 накидов. Плотненько их укладываем. И в эту же воздушную петлю в начальную провязываем столбик 6 накидами, но не до конца. Закрываем попарно все накиды. Может быть, даже великовато будет петелька. 3 петли на крючке. Закрываем. Давайте сразу. Попробуем. Да, хорошо проходит пуговка наша. Все, это петельки достаточно. Если у вас пуговица побольше или поменьше, тогда вам стоит подобрать количество накидов. Вот в этом столбике можно сделать 7-8 накидов или поменьше, смотря какого размера пуговица. Все, второй ряд у нас готов. Также готова петелька для пуговицы. Вяжем 3-й ряд.
3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, разворачиваем, накид, и в промежуток между первым столбиком и вот группой из 3 провязываем еще один столбик с накидом. 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, накид, пропускаем 3 столбика и в арку из одной воздушной петли столбик с накидом. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, в следующую арку столбик с накидом, 4 воздушные, столбик с накидом в следующую арку. Вот так, вот что у нас получается. Продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю арку из 4 воздушных. И теперь нам нужно сделать также 2 столбика с накидом. Первый столбик мы провязываем 1, 2, 3, пропустили в промежуток перед последним начальным столбиком. Накид. И теперь в вершину начального столбика в 3-ю воздушную петлю провязываем последний кромочный столбик с накидом. Вот 2 столбика у нас на краю. 3-й ряд у нас готов. Вяжем 4-й ряд. 2 воздушные петли, 1, 2, разворачиваем. И теперь в арку из 4 воздушных провязываем кластер из 2 столбиков с накидом. Итак, сделали накид, вставляем крючок под арку, провязываем первый столбик с накидом не до конца, 2 петли на крючке, накид, вставляем крючок сюда же под арку и провязываем второй столбик с накидом не до конца, 3 петли на крючке, закрываем. Вот такой лепесточек из 2 столбиков. Далее идет пико. 2 воздушные петли соединяем во вторую петлю от крючка. Если вы любите пико по объему, можно из 3 воздушных петель делать, но у меня нитки толстые, я буду делать из 2 воздушных. Выполнили пико, и в эту же арку провязываем еще один кластер из 2 столбиков. Первый столбик не до конца, второй столбик не до конца, 3 петли, закрываем. Вот так. Далее 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. И в следующую арку провязываем маленький пышный столбик. Вставляем крючок под арку, вытянули нитку, накид и еще раз вытянули нитку, протянули через все петли на крючке. Вот такой пышный столбик. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, накид. В следующую арку также провязываем 2 кластера из 2 столбиков с накидом и между ними пико. Итак, первый кластер, провязали лепесточек, пико у меня из 2 воздушных. И еще один такой же кластер сюда же в эту арку. Провязали. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. И под следующую арку провязываем такой же маленький пышный столбик. Четыре воздушные. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последний кластер. И теперь накид. В 3-ю воздушную петлю подъема провязываем столбик с накидом. Это у нас будет кромочный столбик. 4-й ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем 5-й ряд, поворачиваем на другую сторону,
И в этот столбик, в последний, провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Далее 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6 арка. И в следующую арку провязываем маленький пышный столбик, вставляем крючок и еще раз провязали. Далее 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. В следующую арку, вот она у нас после пышного столбика, также вяжем маленький пышный столбик. Шесть воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перепрыгиваем через 2 кластера, подходим к следующей арке и в нее провязываем маленький пышный столбик. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. В следующую арку такой же столбик маленький, пышный. И снова 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вяжем по рисунку и встречаемся в конце ряда. Итак, подошли к концу ряда, провязали последнюю арку из 6 воздушных, и теперь пропускаем первый кластер, пико второй кластер и в вершину начального столбика в третью воздушную петлю подъема провязываем столбик без накида. Пятый ряд у нас готов. 1, 2, 3, 4, 5. Правильно, пятый ряд. Вяжем шестой ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Начальный столбик с накидом разворачиваем и в вершину столбика без накида провязываем еще один столбик с накидом. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И в следующую арку из 6 воздушных провязываем маленький пышный столбик. Провязали. Далее 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. В следующую арку из 4 воздушных делаем кластер из 2 столбиков с накидом. Первый столбик с накидом не до конца, накид. Сюда же в эту арку второй столбик с накидом не до конца, 3 петли, закрываем. Далее 2 воздушные. И сюда же в эту арку провязываем еще один кластер из 2 столбиков с накидом. Первый столбик не до конца, второй, закрыли. Далее 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. В следующую арку из 6 воздушных петель провязываем маленький пышный столбик. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. В следующую арку также провязываем 2 кластера и между ними арка из 2 воздушных петель. Первый кластер, 2 воздушные и второй кластер из 2 столбиков с одним накидом. 4 воздушные и снова маленький пышный столбик. Продолжаем вязать и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последний маленький пышный столбик в арку. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид. И в начальный столбик без накида провязываем 2 столбика с накидом. Первый и сюда же второй столбик. Провязали. Шестой ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем 7 ряд. 3 воздушные петли, разворачиваем,
Это начальный столбик с накидом. Далее в следующий, во второй столбик от края провязываем еще один столбик с накидом. 3 воздушные, 1, 2, 3, накид. И теперь на следующих двух арках делаем сплит из 2 столбиков с накидом. Итак, первая ножка в следующую арку, столбик с накидом не до конца, 2 петли на крючке, накид. Вторую ножку в следующую арку, столбик с накидом, провязали не до конца, 3 петли на крючке, закрываем. 2 ножки у нас провязываются на разных арках. Далее 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. И теперь в следующую арку между двух кластеров провязываем 3 столбика с накидом. Первый, второй и третий столбик. Провязали. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. И снова делаем сплит на следующих двух арках. Первая ножка, накид и вторая ножка. 3 петли, закрываем. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. В следующую арку между кластерами снова вяжем 3 столбика с накидом. Все арки у нас по 4 воздушные петли, только первая арочка в ряду и последняя будет из 3 петель. Все, продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последний сплит из 2 столбиков. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, как мы и договаривались, у нас первая и последняя арка из 3 воздушных, накид. И в следующие 2 столбика с накидом по столбику с накидом. Первый провязали и второй вяжем в вершину начального столбика, в 3-ю воздушную петлю подъема. Провязали кромочные столбики. 7-й ряд у нас готов. Вяжем 8-й ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, разворачиваем и столбик с накидом во второй от края столбик. 4 воздушные петли, арка, 1, 2, 3, 4. И теперь провязываем маленький пышный столбик под сплит. Вот у нас сплит из 2 столбиков. Вставляем крючок между этих 2 столбиков и провязываем маленький пышный столбик, накид, и закрываем все петли на крючке. Вот такой столбик у нас в арку под сплит. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, накид. Переходим к группе из 3 столбиков. В первый столбик с накидом, во второй в средний. Далее пико из 2 воздушных, 1, 2, и соединяем во вторую петлю от крючка. Мы такие же пико провязывали вот здесь между 2 кластеров. Накид. И теперь столбик с накидом в тот же столбик, куда мы провязывали последний столбик с накидом, и в 3-й на группе из 3 столбиков. 4 столбика посередине пико из 2 воздушных. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. И снова вяжем маленький пышный столбик. Вставляем крючок под сплит. И делаем такую вот бусинку. 4 воздушные, арка. И снова переходим к 3 столбикам. Вяжем в первый и во второй по столбику с накидом.
Далее пико из 2 воздушных петель. И еще 2 столбика с накидом в этот же и в третий, в следующий. 4 воздушные. Все, продолжаем вязать по рисунку. Арки у нас из 4 воздушных петель. Встречаемся в конце ряда. Провязали последний маленький пышный столбик. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Столбик с накидом. Следующий столбик с накидом и в третью воздушную петлю подъема также провязываем столбик с накидом. Восьмой ряд у нас готов. Вяжем 9. 3 воздушные петли, начальный столбик с накидом, разворачиваем. И в следующий столбик, во второй, провязываем столбик с накидом. Далее 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, накид, и в четвертую петлю от крючка столбик с накидом. Вот такая капелька. Такие капельки мы делали в первом ряду, когда набирали цепочку, основу воротника. Накид. Далее пропускаем пышный столбик, переходим. Вот 4 столбика, между ними пико. Вот на первом и втором провязываем сплит, но ножки у нас будут разной высоты. Итак, первая ножка у нас столбик с одним накидом. Закрыли накид. Теперь делаем 2 накида и в следующий столбик, во второй, столбик с 2 накидами. Закрыли 2 накида. 3 петли на крючке, закрываем. Сплит у нас немножечко такой перекошенный. Разновеликие ножки. Далее 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 накида. Перепрыгиваем через пико и на следующих 2 столбиках провязываем сплит. Первая ножка теперь у нас идет столбик с 2 накидами не до конца. Закрыли 2 накида. 1 накид и в следующий столбик столбик с 1 накидом. Закрыли. И снова 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Накид и в четвертую петлю от крючка столбик с накидом. Капельку провязали. Накид. Пропускаем пышный столбик и на следующих 2 столбиках снова вяжем сплит. Первая ножка это столбик с 1 накидом, вторая ножка столбик с 2 накидами. Не до конца. Так. 3 петли на крючке, закрываем. Провязали. 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 накида. И на следующих 2 столбиках провязываем сплит. Первая ножка столбик с 2 накидами. И вторая ножка столбик с 1 накидом. И снова выполняем капельку. 4 воздушные петли, столбик с накидом в четвертую петлю от крючка. Вот так. Вот что у нас получается. Все, вяжем самостоятельно по рисунку. Итак, провязали последнюю капельку, накид, пропускаем 2 арки и в следующие 2 столбика с накидом провязываем по столбику с накидом. Первый и в третью воздушную петлю подъема второй столбик с накидом.
9 ряд у нас готов. Вяжем 10 ряд, 3 воздушные петли, начальный столбик с накидом, разворачиваем и в следующий столбик провязываем столбик с накидом. 3 воздушные, 1, 2, 3. И теперь в капельку, вот в эту подарочку, провязываем 3 столбика без накида. Первый, сюда же второй и третий. Далее 1 воздушная петля, накид, и в следующую арку нам нужно провязать 5 кластеров из 2 столбиков с накидом и между ними арочки из 1 воздушной петли. Итак, вставляем крючок под арку, первый столбик с накидом не до конца, второй столбик с накидом не до конца, закрываем, кластер готов, 1 воздушная арка. Теперь выполняем второй кластер в эту же арку. 1 воздушная, третий, 1 воздушная, 4 кластер из 2 столбиков с накидом, 1 воздушная и последний 5. Вот выполнили 5 кластеров. 1 воздушная петля, переходим вот к этой, к нашей капельке, и также в ее серединку под арку из 4 воздушных провязываем 3 столбика без накида, 1 воздушная петля, и снова в большую арку провязываем 5 кластеров, между ними арки из 1 воздушной петли. Продолжаем вязать самостоятельно. Все арочки у нас из 1 воздушной петли, только первая арка из 3 петель и последняя будет из 3 воздушных. Встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последние 3 столбика без накида в середину капельки и завершаем ряд. 3 воздушные петли, арка, и 2 столбика с накидом в последние 2 столбика, первый и в начальный, 3 воздушную петлю подъема, также столбик с накидом. 10 ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем 11 ряд. Так, 3 воздушные петли, разворачиваем, столбик с накидом в следующий столбик, 3 воздушные, 1, 2, 3, переходим к группе из 3 столбиков, первый мы пропускаем и во второй, в средний, столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3, накид. Пропускаем первый кластер и в промежуток, вот в арку из 1 воздушной петли между первым и вторым кластером провязываем столбик с накидом. 3 воздушные. В следующую арку из 1 воздушной петли между вторым и третьим кластером столбик с накидом. 3 воздушные, в следующую арку столбик с накидом, 3 воздушные петли и между 4 и 5 также в арочку провязываем столбик с накидом. Итого 4 столбика с накидом. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Переходим к группе из 3 столбиков без накида и в средний, первый мы пропускаем, столбик без накида. 3 воздушные,
И снова между первым и вторым кластером столбик с накидом. Продолжаем вязать по рисунку. Итак, провязали последний столбик без накида в средней на группе из 3, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и в конце ряда также провязываем 2 столбика с накидом. Формируем короткий срез воротника. 11 ряд у нас готов. Вяжем последний 12 ряд. 1 воздушная петля подъема, разворачиваем и во второй столбик провязываем столбик без накида. В следующую арку 3 столбика без накида, обвязываем арку. Пропускаем столбик, в следующую арку также 3 столбика без накида. В каждую арочку этого ряда 11 мы будем провязывать по 3 столбика без накида. Далее в следующий столбик с накидом столбик без накида. И теперь пико 2 воздушные и соединяем во вторую петлю от крючка. Если вы делаете другое пико, то можно побольше, поменьше, смотря какая толщина ниток и плотность вязания, какие по длине вы хотите их сделать. Провязали пико. Теперь в следующую арку также 3 столбика без накида. Обвязали арку, теперь столбик без накида в следующий столбик и снова пико. Над каждым столбиком у нас будет пико. В следующую арку 3 столбика без накида, столбик без накида в следующий столбик, снова делаем пико. Можно соединять вершину последнего столбика без накида. В следующую арку 3 столбика без накида. Столбик без накида в столбик и снова делаем пико. И теперь 2 следующие арки просто обвязываем. В каждую из них по 3 столбика без накида. Провязали 3 столбика, переходим к следующей арке и в нее также провязываем 3 столбика без накида. Здесь на внутреннем уголочке мы пико не делаем. Так, продолжаем вязать, делаем обвязку края воротника и встречаемся. На каждом вот таком секторе у нас по 4 пико получается. В каждую арку по 3 столбика без накида. Итак, провязали последние 3 столбика без накида в арку. Теперь в следующий столбик с накидом столбик без накида и соединяем просто соединительным столбиком вершину начального столбика в 3-ю воздушную петлю. Все, ниточку я отрезаю. Наш воротник связан. Сейчас спрячем хвостики ниток и отпарим наш воротничок. Сейчас он немножечко фалдит, но после отпаривания или блокировки он примет красивую форму. Нам осталось пришить пуговичку еще. Сейчас я возьму эту же нитку, которую вязала, рассвою ее, сделаю тоненькую и пришиваем пуговичку. Так, иголочка. Давайте доведем до ума наш воротничок и встретимся, посмотрим, что у нас получится.
Ну вот такой красивый воротничок у нас с вами получился. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной этот нарядный воротничок. Как видите, вязать его просто, быстро, и результат радует. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием, 7 ровных петелек и до новых встреч!